Скоро Олимпиада в Токио. А мы опять без флага и гимна, без роду племени. И все из-за допинга. 5 лет под санкциями. Для спорта это катастрофа. Одни говорят, это все русофобы подстроили. Другие, нет, это потому что у нас была запредельная допинг-программа. Они правы все. Хилая у нас была допинг-программа. А русофобы? Зачем нам русофобы, когда у нас есть такие друзья? Сейчас все покажем. Смотрите расследование RTVI. Это была не просто Олимпиада. Это был исторический реванш за 80-й год. Тогда страны Запада бойкотировали игры в Москве, а в Сочи приехали все. И вот здесь Россия взяла рекордное количество медалей. Триумф. Они до сих пор сияют здесь, в Сочи, наши олимпийские победы. Последний луч перед страшным допинг-скандалом, из-за которого российских атлетов отстранили от 3 Олимпиад подряд. Такого в мире спорта еще не бывало. Мы нашли нарушения, возможно, криминального характера. Это просто убийство нашего национального спорта. Очень жаль, что мы не будем командой. Очень жаль, что мы не пойдем в самые красивые. Очень жаль, что флаги не будут развиваться. Что же на самом деле произошло? Была ли в России выстроена такая уникальная система допинга? А если нет, то кто подставил российский спорт? Мы нашли документы, мы нашли очевидцев. Мы приехали в Краснодар, чтобы встретиться со спортсменом, которого чаще всего в России проверяют на допинг. Константин Плохотников. Удивительный бегун, самородок, и из всей сборной он сдал больше всего тестов. Весь этот допинг-скандал начался, когда он еще и не выступал толком. Последний раз бегал юниором в Швеции в 2015 году. Квалификации просто отшарашил очень сильно по личному рекорду, а в финале уже ничего не смог сделать. Ну, понятно, что там мне тренера кричали, но все-таки, когда бежишь первый раз, в любом случае, такая у тебя заряженность, и ты не понимаешь вообще, что тебе кричат. Сейчас, конечно, с опытом, наверное, я бы... Ну, не хватает международных стартов, чтобы как-то набраться определенного опыта. Константина никогда не ловили на допинге. Но вся легкая атлетика под санкциями, так что его тоже за компанию никуда не пускают уже 5 лет. А что говорят, какие перспективы? Ну, перспективы говорят, уже 5 лет говорят, что на следующий год всех выпустят, и в итоге никого не выпускают. Это очень грустно просто. В любом случае, век спортсмена недолгий. В спортивную школу Костя не ходил. Семья приезжала из Казахстана, обустраивали ферму, надо было помогать, голодали. И вот в школе решил сдать норматив по бегу. И пробежал так, что сразу его послали на соревнования. И вот теперь Константин в сборной России. Теперь он постоянно отмечает в специальном приложении на телефоне, где допинг-офицеры могут его найти. Я ставлю окно, например, с 7 до 8 часов. Час доступности это называется. Они не говорят, когда они придут. Они должны прийти именно в этот час. Это правильно, это честно. Ну и вот, получается, вот так вот и тестируется. Приходили по-настоящему? Конечно, приходили. Приходили не в часовое окно. Приходили. Я мог, в принципе, наверное, через дверь они стучали. Я мог, наверное, и не открывать, потому что это не мое окно. Ну, я открыл в любом случае. Я чистый, готов сдавать пробы хоть сколько. Главное, чтобы меня допустили на международные старты. Вы для себя не допускали возможности принять какие-то вещи, которые бы, скажем, были бы неустановимы, но, в принципе, расширяли бы ваши? Нет. Я сам с деревни, для меня даже витамины, я очень, даже разрешенные витамины очень мало ем. Но как досадно все соблюдать и оставаться под санкциями, когда соперники не соблюдают и идут на соревнования. Кристиан Колеман такой есть, чемпион мира на 100 метров. Он там пропускал. У него было 3 флажка перед чемпионатом мира, перед Дохой. Ему должны были сделать дисквалификацию, но адвокат видимо, там все правильно сделал, определенные документы собрал. И вышло так, что сотворил чудо и выступил на чемпионате мира. Его допустили, и он выиграл. И он его выиграл, да.
Ну, все-таки пока мы делали этот фильм, Кристиан Коулман снова пропустил тесты и загремел на 2 года с дисквалификацией. Но только он один, а не вся сборная. Потому что это же частный случай, а не система. Правильно? В 2003 году доктор Уэйд Экзам, который 10 лет был директором фармконтроля в Олимпийском комитете США, заявил, что все это время американские спортсмены принимали стимуляторы, а Национальный олимпийский комитет их покрывал. Таких атлетов было порядка 100. Они проваливали тесты, а комитет вместо того, чтобы наказывать их и отстранять, выпускал на соревнования, откуда они привозили олимпийские медали. Там были легенды: Карл Льюис, Джо Делоуч, Флойд Харт. Олимпийскому комитету США нужны не просто превосходные результаты, им нужны сверхчеловеческие достижения. Чтобы поставить такие рекорды, нужен допинг, и они это знают. Это было мощно. Уэйд Экзам выложил в подтверждение своих слов 10 тысяч конфиденциальных документов. Западные газеты подняли страшный шум. Как минимум, надо отменить результаты состязаний, бушевал Дик Паунд из Всемирного антидопингового агентства. ВАДА затребовала документы. Но Американский олимпийский комитет не получает денег от правительства, а значит, формально это не господдержка допинга. На этом все и заглохло. Спортсмены остались при медалях, наказания никто не понес. Прошло 10 лет. В декабре 2014 года немецкий телеканал АРД выпустил фильм Хайо Зеппельта «Как Россия делает своих чемпионов». Бежавшие в Германию Виталий и Юлия Степановы рассказали о том, что в российской легкой атлетике практически невозможно пробиться без допинга. Известный врач, профессор Сергей Португалов, назначает и выдает спортсменам запрещенные препараты. Об этом знает глава спортивной федерации Валентин Балахничев. А в случае провала следы помогает замести глава Российского антидопингового центра Григорий Родченков. Ну, фильм и фильм. В конце концов, были и другие мнения. Например, ВАДА называла только что прошедшую Олимпиаду в Сочи вехой в антидопинговой эволюции, которая будет иметь долгосрочный положительный эффект. А Международная федерация легкой атлетики просто промолчала. Было ощущение, что скандал никому не нужен, потому что если тянуть за все ниточки, то России дело не ограничится. Но все-таки на этот раз решили потянуть. 4 ноября 2015 года французская полиция схватила главу Международной федерации легкой атлетики Ламина Диака. При нем оказался ноутбук со всеми секретами, так что Диаку пришлось говорить. 16 лет он руководил мировой легкой атлетикой. Он выдал многих. Себя самого и почти всю верхушку Международной федерации. Оказалось, что спортивные чиновники из разных стран брали взятки за то, что покрывали спортсменов, попавшихся на допинге. Приговор вынесли в сентябре 2020 года. Ламина Диака признали виновным в получении взяток из России на миллионы евро. Он получил 4 года тюрьмы. Вместе с ним заочно приговорили россиян. Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева 3 года и бывшего тренера сборной Алексея Мельникова 2 года. Кроме того, остались под арестом счета Валентина Балахничева в Монако на сумму 1,8 миллиона евро. Ламин Диак был большим другом Москвы. И вот в ноябре 2011 года здесь, в отеле Ритц-Карлтон, прекрасное место с видом на Кремль, собралась на обед следующая компания. Ламин Диак, его сын, который ведал коммерческими вопросами, министр спорта Виталий Мутко и Валентин Балахничев. И вот эта компания, со слов Диака, придумала замечательную схему. Полное покрытие российских спортсменов. То есть 23 легкоатлета из России полностью освобождались от всех допинг-нарушений на ближайших международных соревнованиях. За это они должны были заплатить Диаку 3 миллиона евро. Со слов Диака, Валентин Балахничев выполнял посреднические функции при передаче денег от спортсменов Всемирной Федерации. Сейчас Валентин Балахничев находится под международным ордером, и нам удалось связаться с ним по видеосвязи. Я так понимаю, вы с этим решением не согласны? Во-первых, я не согласен с решением, потому что были нарушены мои права, права человека, который имеет право защищаться. Я не был представлен в суде. Почему они заявляют о том, что я не сотрудничал с ними? Я с ними общался. Назад они приезжали сюда, проводили допрос как свидетельство. Я с ним общался с 9 утра до 5 вечера. И чем закончилась ваша беседа тогда? Я ответил на все вопросы, причем это было в присутствии Следственного комитета. Мы остались друзьями.
Государство ни при чем, настаивает Валентин Блохничев. Спортсмены и тренеры сами шли на допинг-нарушения, потому что им вскружили головы гигантские призовые деньги. А что было раньше, когда не было сумасшедших призовых? Да то же самое – допинг. Валентин Блохничев впервые столкнулся с ним еще в советское время, когда сам был спортсменом. Мне всегда было непонятно, почему ребята, которых я обуивал в тренирующем процессе, потом все 5-6 метров в беге на свидетельстве заболевания привозили на соревнованиях. А все было понятно. Но я не имел права получать запрещенные средства, которые получали они. Поэтому здесь бороться было невозможно. А кто имел право и кто решал, кто имеет право? Получать или злоупотреблять – разные вещи. Злоупотреблять я не имел права. Я никогда не был причастен к этому процессу. А покупка и прием – это уже было личное решение тренера и спортсмена. То есть и в советские времена допинг был на совести спортсменов и тренеров, и спортивные чиновники никак в этом не участвовали, и сейчас не участвуют. Технологически это невозможно. Невозможно приводить детей или спортсменов в какую-то клинику и совершать допинг. То, что государство не смогло остановить процесс, это было связано с тем, наверное, что государство понимало, что все остальные используют допинг. Как схема тотального сокрытия допинг-нарушений могла существовать без договоренности на самом верху? Что же, получается, тренеры и спортсмены лично связывались с руководством Международной Федерации, и каждый по отдельности передавал деньги самому Ламину Диаку? И как эту схему не заметил Сергей Португалов, который возглавлял медицинскую комиссию Всероссийской Федерации легкой атлетики. Он один из главных фигурантов расследования ВАДА. Родченков раскрыл ВАДА, что Блохничев якобы незаконно получал средства от спонсоров и делился ими с Португаловым. Сегодня никто из бывшего руководства Федерации не хочет обсуждать тему допинга. Чтобы поговорить об этом, нам надо уехать за 300 километров от Москвы в Ярославскую область. Здесь мы встречаемся с Алексеем Кустовым. Он бывший член Президиума Федерации легкой атлетики. В 2008 году пытался сместить Блохничева, но не набрал голосов и ушел сам. Валентин Блохничев, будучи президентом, он был более 20 лет, он все знал. Это бизнес-проект был. Блохничева, сейчас вы, наверное, слышали, знаете, что был арестован счет 1 800 000 евро. Откуда? Валерий Георгиевич Куличенко, который был главным тренером сборных команд России, человек, который отвечал Федерации за допинг, он же, значит, и кормил, и в то же время неуправляемых спортсменов, он мог бы сказать, идите пописайте, значит, он ставил, кого брать допинг, пробу, кого не брать. Кормил в каком смысле? Расписывал схемы, то есть. Но я хочу сказать, что вот здесь не было и нету государственной системы. Здесь именно бизнес-проект, именно спортсмен-тренер. Вот такой вариант. Не госпрограмма, а бизнес-схема. Подсадить спортсмена на допинг, а потом контролировать его. Деньги делят между собой участники схемы. Для атлета мирового уровня призовые – это десятки и сотни тысяч евро. 10-15% от призовых спортсмен отчисляет менеджеру и своему тренеру. Тренера получают слезы. И чтобы поднять ставки, они идут на нарушение. Вот посмотрите, буквально года полтора назад Сибирский округ была зона. 30 человек снялось. То есть приехали офицеры РУСАДА, и спортсмены просто не вышли на старт. Вот кадры с этих соревнований. Январь 2018 года. Сибирский округ, Иркутск. И вдруг внезапная допинг-проверка. Это уже 18-й год, после всех допинг-скандалов и клятв в чистоте спорта. 36 легкоатлетов, в основном юниоры, просто не вышли на старт, сославшись на внезапный недуг. Какие там спортсмены были, да, какой возраст был там? Может быть, и из 13, и из 14, там, может быть, из 15, но это же гробится здоровье. Были ли действительно чистые спортсмены в условиях, когда настолько были широкие применения допинга? Вы знаете, вот ваш вопрос меня поставил в тупик. Не могу ничего сказать, поскольку, значит, у меня нет информации. Но, видимо, все сводится к тому, что начиная от мастера спорта международного класса
Люди принимают или очень сильно восстановительные препараты, или какие-то граничащие с запрещенными препаратами. Как близко все расположено. Вот это, например, здание в НИИ физической культуры, где заместителем директора был Португалов. А чуть подальше, вон то вот рыжее здание, это антидопинговая лаборатория Родченкова. А еще дальше здание Министерства спорта. Если поковырять облицовку на этом здании, то выяснится, что здание это старое. И так со всеми спортивными структурами. Они очень консервативны. Одни и те же люди занимают одни и те же посты в течение десятилетий. Это и Балахничев, и Родченков, и Португалов, и многие другие. На самом деле, эти люди пришли сюда со своими старыми связями, со своими старыми привычками. Они вросли в эту систему. Если мы хотим понять, как все это действовало, надо будет вернуться в советский период. В начале 80-х врачом сборной Советского Союза по легкой атлетике был Григорий Воробьев. Он занимал этот пост 30 лет. После выхода на пенсию он уехал в Соединенные Штаты и увез с собой секретную докладную записку. В 2016 году, как раз в разгар допингового скандала, фрагменты записки, а также интервью с Григорием Воробьевым опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Публикация вызвала много шума. В России заметили, что опубликованы только фрагменты. Может быть, это фальшивка. Документ действительно был неприятный. В нем открытым текстом описывалось, как государство должно подсадить советских спортсменов на допинг. Let's go. Сегодня впервые мы можем показать этот документ целиком. Мы нашли в Чикаго сына Григория Воробьева. Сам доктор Воробьев умер в 2019 году. Это бесконечные фотографии. Не знаю, смогу ли я сразу найти быстро, но попробую. Молодой отец, и он с спортсменами. Вот эта докладная записка. Специалисты НИИ физкультуры пишут в Госкомспорт СССР. Скоро Олимпиада. Надо усилить спортсменов, надо вкалывать им самый мощный допинг, анаболические стероиды. Но из-за врача сборной вопрос до сих пор не решен. Понятно, что он был не решен, потому что отец никогда не поддерживал это. Это всегда было, как бы сказать, тренеры со спортсменами решали принимать. То есть никогда не было организовано, как всегда говорили. Может быть, сейчас было, естественно, организовано, но тогда не было. Записку, вероятно, передали Воробьеву друзья из Госкомспорта. Кто же автор? Специалист Института физкультуры Сергей Португалов. Это его первое появление на арене. Вторая подпись – Рошен Джафарович Сейфулла. Интересный человек, наставник Сергея Португалова. Один из первых советских исследователей анаболических стероидов. Доктор Сейфулла умер в 2019 году. Вот редкие кадры интервью с ним. До последних дней он разрабатывал препараты, которые усиливают организм спортсменов, но при этом не внесены в запретный список. И когда тренер видит, что у него заработал вот этот спортсмен на вот этом препарате, он уже не отцепится от тебя. Он тебя там за глотку так прихватит, что ой-ой-ой. Сейфулла – это был начальник Португалова. Он был просто начальник. Он не такой активный был. Я неоднократно встречался с Португаловым. Ну, казалось, нормальный парень, образованный, хорошо говорит, с юмором. Мой отец в какой-то момент, он говорил, что я не хочу его видеть на километр от моей команды. То есть, потому что он его гонял за то, что он со спортсменами разрабатывал медикаменты, программы. На самом деле это были стероиды. Докладная записка с подписями Сейфуллы и Португалова прекрасна в деталях. Например, единственное препятствие к вкалыванию стероидов – это то, что неизвестны сроки их выведения из организма. А в 1973 году их уже запретили употреблять и за это ловят. Но ничего, сроки выведения поможет определить советская антидопинговая лаборатория. Само собой разумеется, что она будет не бороться с допингом, а помогать ему. Зав. Лаборатории Семенов будет впоследствии первым начальником Родченкова. В 80-е Андрей Воробьев работал в сборной Советского Союза и видел, что допинг становится чем-то обычным. Я помнил, когда спортсмены при поездке, например, в ГДР, они делали рецепты врача из России и покупали стероиды, но в основном для продажи, не для употребления. И
Я так понимаю, что Португалов стал основным источником стероидов для всех спортсменов. И это сопровождалось гарантированием, что если они попадутся, то у него есть связи, чтобы это под ковер замели. В итоге Сергей Португалов победил. Григорию Воробьеву пришлось уйти из сборной, а Сергей Португалов еще десятилетиями работал с легкоатлетами. Но нам еще надо убедиться, что эта записка подлинная. Нужные нам документы поищем в Государственном архиве Российской Федерации. Сюда стекалось все, что создавали спортивные организации Советского Союза и России. Вряд ли здесь найдется детальное описание допинг-программы, но что-то мы рассчитываем здесь найти. Какие-то следы могут быть. Прежде всего надо проверить, было ли то самое заседание Госкомспорта 24 ноября 1983 года, на которое ссылается записка. Госкомспорт СССР – это аналог сегодняшнего Министерства спорта. Серьезное учреждение. Смотрим за весь 1983 год. Да, заседал Госкомспорт в тот день, но, как интересно подобраны документы, довольно много чувствительной информации о хищениях, об аморальном поведении спортсменов, о попытках краж из магазинов во время загранкомандировок. Но допинг – самая секретная тема. Как только речь заходит о нем, сплошные провалы, бумаги отсутствуют. Вот целая папка документов, которая посвящена этому совещанию. Много пунктов нас интересует вот этот. О состоянии работы по медицинскому обеспечению ведущих спортсменов страны и предложения по ее совершенствованию. Пункт в повестке есть, а самого обсуждения мы не видим. Стенограммы этого заседания не сохранилось. Другие стенограммы присутствуют. Именно это заседание как-то выпало из документов. Но главное, что у нас теперь есть подтверждение, что эта записка – это ответ на реальный запрос. Допинг-программа предлагается в связи с предстоящей Олимпиадой. Опять эта связка. Олимпиада 1984 года в Лос-Анджелесе. Это сейчас мы знаем, что Советский Союз в итоге ее бойкотировал. А тогда подготовка шла полным ходом. Спортсменов отправляли на сборы в соответствующие климатические условия, готовили медальные планы. План по медалям. Подготовка. Сможем ли мы взять достаточно медалей? Все направлено на Олимпиаду. И это действительно серьезно. Вот замечательно. Опыт специалистов показывает, что болгарские спортсмены усилили очень интенсивность подготовки и применяют фармсредства, которые принимают практически до конца соревнований. Эту проблему необходимо решить. И дальше в конце этого листа замечательная загадочная фраза «Зайцев, мы планируем пароход, который должен прибыть до начала игр за 10-15 дней». Что за пароход такой? Загадка. На самом деле разгадка есть. Запомним про пароход, вернемся еще к нему. Болгарские штангисты. Ясно, что фармсредства, о которых идет речь, это анаболики. Но все знали, что они сидят на стероидах. И что же в ответ предлагает Спорткомитет Советского Союза? Также необходимо усилить медико-биологическое обеспечение. Количественный состав медико-биологической группы необходимо пересмотреть в сторону увеличения. Чем будет заниматься эта группа, не объясняется. Дальше. Пловцы плохо выступили на соревнованиях, могут завалить медальный план. Решение – закрепить за сборной командой по плаванию постоянную биохимическую группу. Глава спорткомитета Грамов говорит: товарищи, нам надо по-серьезному подумать всем спортивным подразделениям науки нашей, а она у нас в основном процедурно-пилюльная. Как нам серьезно подготовить спортсменов? У немцев, например, по велоспорту вакуумные установки на машинах, а мы все ищем пилюли, вместо того, чтобы заниматься делом, так как положено. Схема понятна. Если дела у сборной идут не очень, направить туда медико-биологическую группу. Решение принимается на уровне Министерства, Госкомспорта при согласовании с ЦК КПСС. Да, это госучастие, потому что без государства в СССР вообще ничего не делается. Тем более, что нужно финансирование, а бюджеты на спорт после Олимпиады 80 урезали.
Денег меньше, а спортивные достижения абсолютно необходимы. В НИИ физкультуры предлагают план генетического отбора перспективных спортсменов, который начинается в юношеских спортшколах, а заканчивается Олимпиадой. Ведущие специалисты страны должны проводить анализы крови, изучать структуру мышечных волокон спортсменов. Для отбора будет создан банк данных ЭВМ. Брошены лучшие силы. Это не про допинг, это про одержимость олимпийскими медалями. А допинг? Видно, что он в повестке дня, но сама тема засекречена. Документы изымаются, само слово «допинг» маскируется. Мы не нашли в архивах технических рекомендаций и методических разработок по допингу. Зато мы нашли человека, который писал такие разработки. Сергей Сарсания защитил диссертацию в Институте физкультуры и в 1968 году пришел работать в сборную Советского Союза по тяжелой атлетике. Там он встретил тренера Аркадия Воробьева. Не путаем с доктором Григорием Воробьевым из легкой атлетики. Аркадий Воробьев дважды олимпийский чемпион. Сборная СССР, руководимая тренером Воробьевым, дважды одерживала победу на Олимпийских играх в Токио и Мехико. И первое, что сделал тренер, это дал новому доктору какие-то немаркированные таблетки для спортсменов. Дает бутылочку, ну не такую, ну примерно, с таблетками и говорит, вот давайте, Дим, это. То есть меня считает за лоха. Давай и все. А сколько, да? Что, как? Ничего, что это такое не говорит. Значит, в темную играет. Позже Сергей Сарсания узнал, откуда взялись эти таблетки. Из Советского института эндокринологии. Там тоже изучали воздействие препаратов на организм человека. Это был не робол, анаболический стероид. Сергей Сарсания пошел в научную библиотеку на улице Казакова, куда приходили все иностранные журналы о спорте, и стал там читать все, что можно было найти про стероиды. После этого он провел исследования на студентах Института физкультуры, которые, кстати, получали от государства по 60 копеек за час эксперимента, и выяснил, что анаболики – это революция в мире спорта. Нам удалось показать, что они влияют не только на скоростно-силовые возможности, но и на выносливость, что никто, в общем-то, этого даже не знал. И вот это стало, я считаю, вот это основным своим достижением. Сергей Сарсания составил методичку. В Госкомспорте ее тут же засекретили. Ее показывали только спортсменам и тренерам. Так, с начала 70-х в советском спорте уже точно понимали, как и сколько надо употреблять. Да, нелегка ноша наставников. Недаром их называют соавторами рекордов. Была система подводки к соревнованиям с установлением рекордов. Что надо было прекратить там в определенное время с тем, чтобы... Ну, детали, что рассказывать. Была госпрограмма получения медалей, но не допинга, потому что советское государство самоустранилось от контроля за препаратами. Я предлагал нашему зампреду Вите Игуменов, я тебе предлагаю, сделай, как болгары сделали. Приказ Минздрава без рецептов не продавать анаболики, не рабов. Нет, это не сделал. Я сказал, и в чем преимущество? Что я доказал, что малые дозы дают результат. В отличие от того, что там жрали по 10, по 20, и смертельные случаи были. Через допинг прошли самые известные спортсмены. И уже тогда надо было прятать следы. На Олимпиаде в Монреале знаменитого советского чемпиона всю ночь готовили к допинг-тесту. А в 1976 году впервые был проведен контроль. Мне рассказывали, как Васю Алексеева всю ночь отпаивали лимонной кислотой, раствором лимонной кислоты. И удалось все-таки убрать его, не поймали. А вот болгарина в первом тяжелом весе за жопу взяли. И медаль ему отдали нашему. Поэтому. А лимонная кислота помогает выводить? Да, кислая среда и быстрее. Это как типа фуросемид, это мочегонное. А мы, это наше хобби. В конце 70-х Сергей Сарсания успел поработать врачом в хоккейной команде «Динамо». Он утверждает, что составлял для тренера Владимира Юрзинова план фармподготовки команды. Нам сейчас предстоит серия из 3 или 4 матчей с основными командами. ЦСКА, Крылышки, Химик и Спартак. Давай, я говорю, я план сделаю.
Сейчас мы им дадим чуть, чтобы этот вот кусочек пройти, мы их уберем там, пару команд. А он, знаешь, что мне говорит? А я должен спросить у генерала. Я говорю, ты что? Думаю, а почему Тихонов не спрашивает у этого, у министра обороны? Вот Тихонов, он не боялся. Мощная допинг-программа была в те годы в Восточной Германии, но немцы держали свои секреты при себе. О том, как они скрывают допинг, Сергею Сарсани рассказывал знакомый, тренер болгарских штангистов. А он ему в ответ открыл, что не будет допинг-контроля на Московской Олимпиаде. Американцы бойкотируют. Кого тут ловить? Он горит над Олимпийской Москвой, городом мира, дружбы, доброй воли. Я Ваньке Обожриеву сказал: Ваня, я тебе отвечаю, что никакого контроля на Олимпиаде в Москве не будет. По логике не может сильнейшая страна социализма, наша страна, допустить, чтобы на играх, где участвуют спортсмены социалистических стран, были у них обнаружены допинги. Не будет контроля. Так и произошло. Контроль был. Брали, но все вылили в Яузу. Ни одного же положительного случая не было. До свидания, до новых встреч. С болгарами все, они стали нас давить, и наши их, честно говоря, кинули в этом. Не в Сеуле, да, в Сеуле. Лаборатория наша должна была быть на пароходе. Делают пробы сами, проверяют, чтобы определить, что можно его выставить или нет. И была договоренность с болгарами, что наши им помогут. Они слабые в этом плане. А у нас пароход был там, на пароходе лаборатория была. Так наши в последний момент сказали ему: вот вам. И не пустили их? Не пустили, не взяли. Они страшно обиделись. Вот мы и добрались до парохода. Это тот самый теплоход, который собирались отправить в Лос-Анджелес. Тайная лаборатория для тестирования спортсменов перед соревнованиями. Отличное решение и стопроцентный показатель госпрограммы, потому что кто еще мог снарядить целый теплоход? Назывался он Михаил Шолохов, теперь переименован в Игорь Стравинский. В США его, кстати, не пустили. Американцы подозревали, что это шпионское судно для радиоэлектронной разведки. А в Сеуле пароход был и использовался по назначению. Как раз в 80-м году Сергей Сарсаня впервые пересекся с Сергеем Португаловым. Дело было на сборах по легкой атлетике в Рязани. Сережкой Португаловым. Он пришел к нам в систему, его притащил с собой Сейфулла. Легендарный. Раджен, как его там? Рашен Джафарович. Рашен Джафарович. Я с Сейфуллой знаком. Мне тогда рассказал Серега Португалов, что мы, говорит, нашли способ прикрытия анаболиков. И какой же? Антибиотики. И как это? Я говорю, ну, я понимаю, может быть, они и прикрывают, но они же отрицательно воздействуют на сами по себе, по результату. Иммунитет снижают. Это же надо все проверять. А вы что думаешь, так? Прямо сейчас дал? Вот вам говорю. Мне рассказывали, что он деньги берет там. Воробьев, как его, врач сборной по легкой атлетике, который в Америку уехал. Григорий Воробьев. Гришка Воробьев, я его знал хорошо. Он мне рассказывал: Серега, говорит, Португалов обманывает, а я, говорит, страдаю. Я врач сборной, он там дает какой-то препарат за бабки, там, барьерийский, еще кому-то. Ее ловят, а я козел отпущения. Ты выступаешь, он говорит, я тебе могу дать препарат, выиграешь, и никто тебя за жопу не возьмет. Примерно так. А ее берут. В 70-е Советский Союз был в роли догоняющего. Именно из американских журналов ученые узнали о волшебной силе анаболиков. И через 40 лет, когда все обвинения летели в сторону России, об этом напомнила газета «Нью-Йорк Таймс». В 80-е и 90-е годы в США были повсеместные проблемы с допингом в олимпийском спорте, которые покрывал Национальный олимпийский комитет.
Допинг-тесты исчезали, атлеты на веществах бежали, плыли и прыгали за медалями, а их тренеры процветали. Наши олимпийцы, бизнес-спонсоры и многие из нас, журналистов, закрывали глаза и затыкали уши, чтобы не говорить о допинге в Америке. Я перечисляю это не для того, чтобы исподволь оправдать Россию. У нас не было государственных лабораторий, где изготавливали франкенштейновские препараты. У нас в допинге не участвовали госчиновники. Но у нас было много преступного. От Лэнса Армстронга до Карла Льюиса, который доминировал на нескольких олимпиадах и стал величайшим американским легкоатлетом своего времени. Как четко сфокусировано обвинение. Россию наказывают не за допинг, который есть везде, а за госучастие в нем. Это очень тонкий прицел, потому что, например, Соединенным Штатам госучастие вообще не нужно. Там достаточно эффективно действуют частные фирмы. Например, лаборатория Балко с 1988 по 2002 год снабжала спортсменов высочайшего уровня допинг-коктейлем, который не ловился даже на Олимпиадах. Кстати, именно технологии Балко подглядел Григорий Родченков. Вводить анаболики не инъекциями, не таблетками, а класть на время под язык. Так он применял свой теперь уже знаменитый коктейль Дюшес. Значит, Павел, давай, делай умное лицо. Павел, сейчас сбился уже весь. Ты не смотри, не сбейся, делаешь анализы. Родченков, наверное, был первым россиянином, обогнавшим Запад в гонке фармакологии. До этого в России просто брали чужие препараты, причем значительно устаревшие. А он много лет вводил за нос ВАДА, пока не сбежал в США и не выдал ВАДА все секреты. Человек с отличной памятью, к тому же маниакально организованный, хранивший в порядке записи о всех событиях и встречах, да еще и начальник антидопингового центра. Это был свидетель убойной силы. За разработку допинга, за укрывательство проб он мог бы сам попасть под суд. Но он спасся, выдав сведения о том, что в России существовала госпрограмма допинга и тотальная подмена проб. Вы бы назвали это государственной поддержкой допинга? В смысле согласия и позволения? Да. По версии ВАДА, Россия подменяла пробы мочи спортсменов, чтобы там не обнаружили следы допинга. Как именно и где здесь участие государства? Первое. Минспорта составляет список защищенных спортсменов, которые в любом случае никогда не попадутся на допинге. 75 спортсменов летом 2013 года сдают чистую мочу, и ее хранят в холодильниках, иначе испортится, в Центре спортивной подготовки. Родченков тем временем, глава антидопинговой лаборатории, создает почти неуловимый допинг-коктейль, и его раздает спортсменам Центр спортивной подготовки. Перед Олимпиадой ЦСП доставляет образцы чистой мочи в командный центр ФСБ, где они и хранятся в холодильниках. Во время Олимпиады настоящие анализы в особых банках доставляют в антидопинговую лабораторию. Там, через специально проделанную дыру в стене, банки передают сотрудникам ФСБ, которые эти банки вскрывают и отдают обратно вместе с образцом чистой мочи. В антидопинговой лаборатории в банки наливают чистую мочу и снова закрывают. Все, подмена совершена. Примерно так. Оставим в стороне подробности про пробу А и пробу Б. Главное, что такая координация разных ведомств невозможна без команды сверху. Отсюда госучастие. Ни один из элементов этой схемы не был признан Россией. Какие ваши доказательства? А доказательства вот какие. На флаконах с анализами должны были остаться следы вскрытия, а в стене лаборатории должна была остаться дыра. Поэтому снова в Сочи. Нам надо попасть вот в это неприметное серое здание. Все ходят смотреть на факел, на стадионы, но именно с этим зданием связаны загадки, которые отразились на нашем спорте гораздо сильнее, чем то, что происходило на стадионах. Это антидопинговая лаборатория. Кстати, здесь уже поработал Следственный комитет. Из документов следует, что допинг-пробы поступали в сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в период времени от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, следствием опровергнуты показания Родченкова, что пробы якобы после сбора хранились, ночью ежедневно менялись на чистые и только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов. Кроме того, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в период Олимпиады в сочинской лаборатории, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось. Не было подмены проб и не было дыры в стене, сообщает Следственный комитет. Очень хорошо. Значит, можно своими глазами это увидеть. А вот тут непросто. Собственник здания не пускал нашу съемочную группу внутрь, ссылаясь на разные причины. Первое. Это режимный объект. На самом деле нет.
Нельзя беспокоить арендаторов. Каких арендаторов? В здании вообще ремонт, и туда нельзя. А как же арендаторы? Здание много лет никому не было нужно. Судя по отчетам собственника, никто не хотел брать площади в аренду. В интернете еще можно найти объявление вот с этими фотографиями. Сдаются помещения на 4-м этаже бывшей лаборатории. Там, где, если верить Родченкову, квартировал агент ФСБ Блохин. И что же сейчас там на самом деле творится? Стоило приехать сюда, чтобы это увидеть. Прямо сейчас во всем здании по всем 4 этажам проходит грандиозный ремонт. Выносятся, как мы видим, оконные проемы, двери. Вероятно, меняются и внутренние перегородки. В общем, историческое здание антидопинговой лаборатории, здание трудной судьбы, полностью распотрошили, переформатировали. И найти в нем что-нибудь сейчас вряд ли возможно. Нам ненадолго удалось попасть на 1-й этаж здания. Ламинат с полов снят, стены голые, кругом следы шпатлевки. Зачем эта бурная деятельность в здании, которое долго никого не интересовало? И еще, это первый ремонт в помещении после 2014 года. RTVI направил запрос собственнику и арендатору. Что будет с этим зданием дальше? Ответа мы не получили. Посмотрим, что говорят об объектах Олимпийского парка документы. Они только что поступили на хранение в Госархив, так что мы первые читатели. Вот чертежи и планы, но здесь без неожиданностей. Немного странно ведет себя забор вокруг лаборатории. Он то появляется, то вдруг исчезает, но неважно. На практике его все равно построили. Интересное тут в соседней подшивке. Вот в этой папке собраны документы режимно-секретного отдела Оргкомитета Сочи 2014. Каким-то образом сюда попало письмо старшего вице-президента Оргкомитета Бондаренко заместителю министра спорта Российской Федерации Нагорных о реализации требований Минспорта России и национальных спортивных федераций по преимуществу домашнего поля. В дисциплине скоростной бег на коньках в пункте 3 читаем: служба подготовки льда проводит специальные исследования, связанные с составом воды для заливки, ее температурой, с использованием специальных присадок, с тем, чтобы постараться создать особо скоростной лед для той группы спортсменов, где будут стартовать россияне. Мы не знаем, дошло ли это до воплощения, то есть действительно ли для россиян заливали особо скоростной лед. Но масштаб и психология планирования подсказывают, что Минспорта и Оргкомитет готовы были на любые ухищрения, лишь бы россияне взяли побольше медалей. Все рассуждения о госпрограмме допинга в России обычно сталкивались с одной и той же логической ошибкой. Сообщалось, что спортсмены должны были платить за препараты и за сокрытие допинг-проб. Кому платить? Государству? Ему это не нужно, у него денег хватает. Ему от спортсменов нужны не деньги, а медали. А вот частным лицам деньги нужны. А если это частная лавочка, то при чем здесь госпрограмма? Мы разговариваем с адвокатом Александром Чеботаревым. Он защищал спортсменов на разбирательствах по допингу в России. У адвоката возникло четкое представление о том, что, во-первых, допинг истории замешаны на больших деньгах, и, во-вторых, что подмена проб работала в другую сторону. Чистую пробу спортсмена могли объявить грязной. Разбирательства происходили здесь, в здании Российского антидопингового агентства. И оппонентом Чеботарева выступал Григорий Родченков. О чем мы говорили, что был заказ некий для того, чтобы этого спортсмена зарубить. Там был осадок красного цвета в пробе, в моче в самой. Родченков говорит, да, это осадок с кольца. Конструкция машины такова, которая вскрывает пробу, что это кольцо не разрушается и осыпи быть не может. Ее вскрывали несанкционированно. А в каком это было году? Это было в 2013. До Олимпиады в Сочи? Конечно. То есть технология существовала еще до Сочинской Олимпиады, вот такой вот подмен? Ну, я могу об этом только гадать, но об этом есть официальные документы, которые, в общем-то, наши возражения, которые есть. Если вы можете манипулировать допинг-пробами, все, спортсмен у вас в руках. Человека можно в любой момент уничтожить. Есть один спортсмен, тоже я защищал его на сборе в Португалии, отобрался на Олимпиаду по спортивному результату. Потом к нему подошли вечером и говорят, ты собираешься платить за отбор? Он говорит, а зачем? Я отобрался. Ну хорошо, ладно. На следующее утро на общем собрании ему говорят, что у тебя обнаружен запрещенный препарат, ты уезжаешь домой. Он уехал. Мы 1,5 месяца не могли добиться от Русада, какой препарат у него был обнаружен. А все это время ему продолжал звонить тренер,
из команды специалисты, что ты делаешь, зачем ты так вот ты идешь против системы, туда-сюда. Ну, парень закончил, его дисквалифицировали. Ну, сломали карьеру, получается. Да, карьеру сломали. Это был очень хороший, перспективный 400-метровик наш. То есть люди, годами занимавшие руководящие должности в разных ведомствах, могли договориться между собой и прокручивать допинг-схемы за деньги. Потому что государство в России отчасти приватизировано. Потому что любая должность сама по себе – это возможность кормления. И это ответ на вопрос, почему слабая, вторичная допинг-программа России привела к такому грандиозному скандалу и разгрому национального спорта. Потому что люди при должностях защищали свои частные интересы. Вспомним первую пресс-конференцию комиссии ВАДА в ноябре 2015 года. Ричард Паунд говорил, что Россия сможет быстро все уладить, но для этого придется выгнать самых выдающихся нарушителей. Десяток спортсменов и тренеров, главу антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а еще комиссия была не против получить голову самого министра спорта Виталия Мутко. Мы сказали, что дадим рекомендации, но мы заранее предупредили министра, что ему, скорее всего, не понравятся те выводы, к которым мы пришли в ходе расследования, и ему придется смириться с этим. А как насчет роли самого Виталия Мутко, министра спорта? Знал ли он о том, что происходит? Нет документов, которые могли бы это подтвердить. Но масштаб происходящего — это так широко применялось, что он не мог об этом не знать. А если он знал, то это соучастие. Но Виталий Мутко вовсе не собирался приносить в ВАДА свою голову. Он вообще никого не хотел отдавать. Вы знаете, я вам так скажу, что на самом деле есть доклад комиссии, есть мнение господина Паунда, который несколько превысил полномочия, собственно, комиссии. Он неким таким политиком выступил. Судя по всему, он убедил Кремль в том, что сможет все разрулить сам. Если надо всю систему закрыть, то мы с удовольствием закроем. Прекратим платить взносы, прекратим финансировать российское антидопинговое агентство, московскую антидопинговую лабораторию. Только сэкономим деньги. Но что бы мы ни делали, все плохо. Конечно, кому-то хотелось, может быть, антироссийское здесь настроение подогреть и сделать. Но я хочу вам сказать, это не трагедия. Если коротко, позиция министра сводилась к тому, что без вас разберемся. С таким планом он выступил в Думе 18 ноября. Отодвинуть комиссию ВАДА в сторону и через другие структуры решить все за 2-3 месяца. Олимпийский комитет России возьмет эту работу под контроль, будет создана независимая комиссия по управлению ситуацией в легкой атлетике. Мы уже на 18 января назначили внеочередную отчетно-выборную конференцию. Скажем так, мы зачистим там все, что возможно. И через 2,5 месяца рассчитываем, что новое досье нашей легкой атлетики будет рассмотрено очередной раз мировой легкой атлетики, и оно будет поддержано. Наконец, Виталий Мутко призвал на помощь президента Международного олимпийского комитета. Но все без толку. Кавалерийский наскок на ВАДА закончился тем, что у российского антидопингового агентства отняли аккредитацию, а московскую лабораторию закрыли. Россия отстроила Сочи за 7 лет. По сравнению с этим, то, что надо сделать, вообще детские игры. Нужно только политическое решение. РУСАДА должно быть независимым, лаборатория должна быть независимой. И с тренерами надо сказать им: ребята, старая советская система больше не работает. Мы больше так делать не будем. А если вы по-другому не умеете, то, пожалуйста, на выход. Если они хотят попасть на Олимпиаду, надо действовать. Засучить рукава и вперед, на полной скорости. А если они хотят упираться и спорить, прекрасно. Сколько хотите, не будем вас торопить. Примерно в то же время огромную допинг-историю раскручивали против Китая. Просто об этом никто не помнит, потому что Китай выкрутился. В 2016 году бывший врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь заявила о том, что китайские олимпийцы употребляли допинг. В 2017 году она бежала в Германию и там дала интервью немецкой телекомпании ARD. Да, там все прямо по российской схеме. По ее словам, все китайские чемпионы из 80-х, 90-х годов одерживали свои победы на допинге. Через допинг-программу прошли якобы 10 тысяч китайских спортсменов. Многие в результате стали инвалидами. Как раз под это дело в сентябре 2015 года американское агентство по борьбе с наркотиками выяснило, что Китай завалил всю Америку своим допингом.
В США провели мощный рейд против допинг-дилеров. Накрыли 16 лабораторий, арестовали 100 человек. Выяснилось, что 99% сырья для запрещенных препаратов приходило из Китая. Вот это масштабы. И вот после таких скандалов Китай выпутался почти без потерь. Почему? Ну хотя бы потому, что никто не смог подтвердить слова китайской перебежчицы. В Китае не нашлось своего Григория Родченкова. Родченков бежал из России в США в ноябре 2015 года, когда его все-таки уволили с поста директора московской лаборатории. Уволил, по словам Родченкова, лично Мутко. Он якобы заявил Родченкову, что тот сам виноват во всех нарушениях, а поэтому на апелляцию в международном арбитраже может не рассчитывать. Родченков заподозрил, что его хотят убить. Взял билет в Штаты и улетел. Так что, когда Виталий Мутко рассказывал депутатам Думы о том, какие у нас прекрасные специалисты по антидопингу, Родченков уже был в Америке. Замдиректора лаборатории в прошлом году выигрывает, становится лучшим ученым этой всей системы. Ему дают грант в Лос-Анджелесе. Сейчас я сказал, конечно, его, наверное, оттуда могут и уволить, но он получает грант, уезжает в Лос-Анджелес как лучший ученый. Что же происходит? Поэтому, конечно, мы понимаем, что происходит. Но еще раз скажу, Россия способна и с этой ситуацией справиться, и думаю, что не первый раз это. Вероятно, Мутко имел в виду Тимофея Соболевского. Его не уволили, нет. Как пишет Родченков, Соболевский очень помог ему в США, подтвердив часть его обвинений о подмене проб. Олимпийское движение оказалось втянутым в политику. Хэштег «No Russia, no Games» ставит те, кто не сомневается. Без российских атлетов любые игры, в том числе Олимпийские. Россия убеждала всех, что без наших спортсменов нет международного спорта. Это было заблуждение. Россия говорила «своих не бросаем», и в результате пришлось кинуть под колеса молодое поколение спортсменов. Китай, к примеру, бросал своих. Сам без лишнего шума снял с Олимпиады в Сиднее 40 человек, которых подозревали в допинг-махинациях. Потому что Китай умел договариваться. Когда США доказали, что черный рынок стероидов – это сплошь китайская продукция, Пекин пообещал ВАДА закрыть подпольные лаборатории. Россия не шла на компромиссы, предпочитая им лобовые контратаки. Вышло скандальное интервью Родченкова «Россия в отрицании». В июле 16-го опубликована первая часть доклада Макларена «По-прежнему отрицание». Ничего нового, Светлана Журова. Ничего нового, слова и домыслы, Дмитрий Свищев. И, похоже, Путину это надоело. Лица, упомянутые в докладе ВАДА, будут временно отстранены, заявил он. И в тот же день ушел в отставку заместитель Мутко Юрий Нагорных. Никакой допинговой программы не проводилось. А через 3 месяца ушел и сам Мутко, правда, с повышением до вице-премьера. И как только ушли люди, которые больше всего раздражали ВАДА, дело как-то сдвинулось с мертвой точки. В 2016 году вернули аккредитацию РУСАДА, а в 2018 вообще удача. Международный спортивный арбитраж неожиданно признал, что последняя улика в деле о подмене проб в Сочи не работает. Арбитраж счел, что царапины на тест-флаконах из Сочи не доказывают, что допинг-пробы вскрывали и меняли. Экспертизу делали в школе криминалистики университета Лозанны. Профессор Кристоф Шампо заявил, что колпачки можно снять, но только если банки закручены не полностью. Его сотрудники научились вот такими вот инструментами, похожими на хирургические, вскрывать такие вот банки. При этом на колпачках образовывались характерные царапины, которые и были описаны сотрудниками. И вот на 25 банках из сочинской лаборатории как раз и были обнаружены подобные царапины. Эти выводы смогли опрокинуть специалисты Российского центра судебной экспертизы. Кстати, они даже не прикасались к этим банкам, а просто шли по тексту экспертизы. Они явились на заседание арбитража и спросили профессора: «Профессор Шампо, а можете ли вы вот так вот открыть полностью закрытую банку? Ведь по правилам надо, чтобы их полностью закрывали». Хотя Родченков свидетельствовал, что олимпийцам специально наказывали не закручивать до конца. Профессор вскрывать на суде эти банки отказался, и тогда эксперты продолжили его спрашивать: а вот царапина написана у вас, например, не очень точно. Кроме того, вы ведь вскрывали пустые банки, а надо было вскрывать банки с мочой, вы этого не сделали. Ну и кроме того, у вас еще в коллективе не специалисты, а еще какие-то студенты. Ну, куда это годится? То эксперты, а то студенты. Арбитраж эти доводы принял и оправдал 28 спортсменов. Сенсация. Медали вернули. Получается, что не было агентов ФСБ и не было госучастия. Это настолько оправдывало Россию, что глава арбитража решил немного отыграть назад. Это не означает, что эти 28 спортсменов признаны невиновными, но в их случае из-за недостаточности улик апелляция подлежит удовлетворению, санкции аннулируются, а индивидуальные результаты, показанные в Сочи, восстанавливаются. Но так не бывает. Если у вас недостаточно улик, значит спортсмены невиновны. Как еще?
Одно было странно. Если пробы вскрыть нельзя, то получалось, что российские спортсмены умеют писать поваренной солью. В 4 банках оказалось столько соли, сколько, по мнению экспертов, нормальный организм выделить не может. Родченков объяснял, что это он сыпал в пробы соль, чтобы плотность совпадала с заявленной, но суд же принял, что банки не вскрывали. Значит, все в порядке. Однако спортсменов с такими пробами все равно дисквалифицировали. Где логика? В 2016 году казалось, что российский спорт скоро выйдет из изоляции. Российская сборная выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Правда, без флага и в усеченном виде, зато без допинг-скандалов. Перед этой Олимпиадой была поставлена задача абсолютно кристальная, максимальное соблюдение всех антидопинговых правил, и Россия чиста. И мы никак не влияли на этот процесс. Взятие анализа, контроля, передвижения антидопинговых офицеров, нахождение спортсменов по системе Адамс, мы только лишь помогали спортсменам. Андрей Середа, главный врач российской делегации, говорит, что для этого не пришлось даже менять структуру медицинского сопровождения. Там были те же комплексные научные группы, которые мы находим еще в документах 1983 года и которые уже тогда делали, что могли для улучшения спортивных результатов. Была такая структура, она есть до сих пор, это как комплексная научная группа. То есть существуют специалисты, биохимики, которые работают в командах, которые берут анализы, которые расценивают показатели этих анализов на предмет нахождения спортсменов в той или иной дуге этого цикла функционального состояния. Казалось, на этом скандал «Россия ВАДА» и закончится. Но нет, тени прошлого все-таки пришли снова. Кто-то подчистил базу допинг-проб в России за прошлые годы. База в последнее время была под контролем Следственного комитета. Кто же виноват? Спортивные чиновники вместе со Следственным комитетом? Нет, конечно, виноват Родченков. И вот из-за этого Россию в 2019 году отстранили от международных стартов еще на 4 года. На 2 Олимпиады. Потом скостили до одной, токийской. 5 лет под санкциями. Ради чего? Спортивные чиновники, которых не хотели сдавать, все равно ушли. Ради принципа, кого мы переубедили своим упрямством. Когда все это только начиналось, самые задиристые в России спрашивали, стоит ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, может, из гордости отказаться. Теперь уже никто и не спрашивает. Спортсмены из России сами уходят под другой флаг, чтобы иметь возможность выступать. Они будут сражаться за Белоруссию, за Казахстан, спортивная жизнь коротка. И возникает вопрос, с кем останется российская сборная, если под нашим флагом нельзя выступать. Не потому что допинг, это в общем-то с кем не случается, а потому что такой кризис-менеджмент. Вот такого действительно ни с кем больше не бывает.